Ребята, привет! С вами Лили, и сегодня мы поговорим о Барлете, Именно в Барлету мы ехали через Барселону, через Бари. Это прекраснейший старинный город, очень красивый, очень интересный, архитектура, достопримечательности. Все это просто не вместится ни в один ролик. Вот это вот раз. Итак, сегодня мы будем разговаривать про город Барлетта, штаны как лет. Это очень красивый город, очень интересный, архитектурно богатый и исторически достопримечателен. Город Барлетта находится на побережье Адриатического моря, а если быть точнее, между Фоджи и Бари, с которыми имеет регулярное железнодорожное сообщение. Население не больше 100 тысяч человек. Город был основан финикийцами в IV веке до нашей эры. В средние века здесь находился важнейший форпост, а Барлетта стала одним из перевалочных пунктов для рыцарей во времена их крестовых походов. Недалеко от пляжа находятся морские ворота, которые ведут из порта в исторический центр. Эти ворота являются триумфальными и построены в честь приезда короля Испании в XVI веке. Тогда, кстати, испанцы владели всей Южной Италией. Одной из главных достопримечательностей является кафедральный собор города Санта-Мария-Маджоре. Он помнит еще те времена, когда отряды крестоносцев приходили сюда помолиться перед отправлением на Святую Землю. Напротив собора расположилась самая большая крепость на этом побережье, построенная во времена нормандских завоеваний в XI веке. Она представляет собой мощное оборонительное сооружение, имеющее симметричную форму с 4 одинаковыми ромбовидными башнями и главным входом, доступным по пешеходному мосту. Во время Первой и Второй мировой крепость использовалась по назначению, но зато сейчас здесь музей и библиотека. Ну и как же не упомянуть вокзал Барлетта. Железнодорожная станция в Барлетте была открыта аж в 1864 году. Ежегодно станция обслуживает около 3 миллионов пассажиров. Здесь останавливаются все виды поездов: региональные, межрегиональные, экспрессы, междугородние. Станция также является конечной для всех поездов второстепенной линии до Спинацолы и Центрального Бари. Главная достопримечательность города – античный бронзовый колосс. Барлетский колосс – единственная античная статуя, выставленная прямо на улице. Высота 5 метров. Год производства, если можно так выразиться, примерно 5 век. Кому посвящена, доподлинно неизвестно. За колоссом расположена базилика Святого Гроба Господня, которая считается самой важной церковью Барлетты. Она была основана в XI веке и построена преимущественно в готическом стиле. Еще одной из самых старых церквей Барлетты является Сан-Джакомо или Джакомо. Здание имеет черты романской и, конечно же, готической архитектуры. Во времена строительства церковь находилась за пределами городских стен. Нынешнее здание – это результат многочисленных перестроек, последних из которых датируется 1843 годом. А вот еще одна интересная церковь, которая мне очень понравилась. Церковь Сан-Гаэтано. Церковь Сан-Гаэтано немногим помоложе. Она была основана в 17 веке по приказу ордена теотинцев в стиле архитектуры барокко. Посмотрите, как это элегантно, нежно и красиво. Мне в Барлете очень понравилось еще 4 года назад, поэтому мы решили вернуться. К сожалению, это возвращение не оправдало свои надежды, потому что мы не учли многих нюансов. Тем не менее, что могу сказать по сегодняшней текущей ситуации? Цены очень высокие, выше, чем в Испании. Мы сравнивали корзину продуктов в Испании и в Италии. К сожалению, я ее не зафиксировала в самом магазине, но у меня как бы сохранились чеки. Но просто я думаю, если я пойду сейчас по чекам, это получится очень длинная и, наверное, не совсем интересная и правильная история. Просто от себя хочу заметить, что цены выше, чем в Испании. На все, на транспорт, на продукты. Тем не менее, цены в Барселоне они должны быть, по идее, выше, потому что это такая туристическая столица мира.
Это не так. В Барселоне можно было и пообедать, и поужинать, и купить какие-то продукты намного дешевле, чем, к сожалению, на юге Италии. При том, что мы ходили не в туристические какие-то места. Условно говоря, мы шли туда, где сидят итальянцы, и магазины, они же тоже как бы не делятся для туристов и не для туристов. То есть мы ходили в обычные супермаркеты, и, ну, ценник, он такой был довольно-таки, то есть, так как глаз намылен, я еще раз повторюсь, что я училась в Барселоне, я поняла, что цены повыше. И это не укладывается в голове, для меня это абсолютно нелогично, потому что, если уровень жизни выше, то цены выше, зарплата выше и так далее, и так далее. Но это обусловлено тем, что, уровень в целом высокий жизни, а здесь, к сожалению, на юге Италии я не могу сказать, что уровень жизни высокий, там невысокие зарплаты, и эти цены, которые выше цен в Барселоне, они меня, конечно, повергли в шок, не потому что я там, допустим, не хочу платить 6 евро за бутылку, а не 2 евро, но, кстати, в Италии вино подорожало, раньше можно было за 3 евро купить вот такое вот вино, оно подорожало, сейчас оно будет стоить, точно не меньше 4 или 5, но я понимаю, что я живу какими-то категориями, наверное, многие скажут, прошлого века. Нет, я живу категориями, которые были там условно еще 4 года назад. Почему мы вернулись в Барлетту? Потому что мы очень полюбили этот город, нам тогда все очень понравилось. И по стоимости проживания, и по стоимости продуктов, и по стоимости проведения вечеров в каких-то кафе, и по стоимости пляжного отдыха. Поэтому мы вернулись, но мы не учли, что за эти 4 года произошло очень много разных событий, очень много, которые повлияли на все. Единственное, что осталось неизменным, это прекрасные апартаменты Доминика. И я все-таки еще раз отмечу, что именно по стоимости проживания, аренда апартаментов Испания и Италия выигрывает. Поэтому мы вернулись в Барлетту, в город, который мы очень полюбили 4 года назад. Мы вернулись к Доминика, апартаменты которого нам очень понравились. И я оставлю свой самый хороший положительный отзыв, потому что эти апартаменты вообще просто безупречны. Они очень чистые, они красивые, они нормального размера. Балкон выходит на маленькую площадь. Все рядом, центр рядом города, рядом до пляжа пешком можно дойти 15 минут. Все восхитительно, великолепно. И сам Доминик очень отзывчивый. Доминико отзывчивый и приятный человек, очень добрый, очень аккуратный. И вы знаете, это просто повезло. Это очень здорово, мы были по-человечески очень рады, что ни ковид, ни какие-то другие обстоятельства не повлияли на его бизнес. Он очень добросовестно, можно так сказать, владеет и вместе с тем и обслуживает эти апартаменты, что только большая радость, аплодисменты. И я говорю, браво. Мне бы хотелось, чтобы хозяинов таких апартаментов было больше. С таким вот уважением к гостю, с такой вот добропорядочностью. Мне он очень понравился. Вот такой у нас полумрачный рум. Салатовые стены. Здесь телек, здесь шкафчик. Мы уже там в шкафчик вещи разложили. Там балкон большой. Здесь кровать двухспальная, тумбочки прикроватные. Такой вот пуфик, он открывается, туда тоже вещи можно положить. Такие вот абстрактные картины, абстракционизм. И очень нам понравился санузел. Потому что здесь очень аккуратненькая полочка есть, куда можно все поставить. Биде, очень много полотенец, очень хорошая душевая кабинка. Прям классно. Аж 3 рулона туалетной бумаги, уборка день через день. А потолок вообще суперский, стилизированный такой.
стилизованный под какую-то крепость. А там праздник какой-то, мне кажется, раз перекрыли улицу. Отсюда не видно, но тут просто это вид из окна. Это вид из окна, да. Там столько людей вышло. Это вид из окна на площадь. Там вот ресторанчики, а там чуть подальше прямо море. Вот если выйти вот к этому ближайшему ресторанчику, уже будет море видно. До Барлетта доехать несложно. Все очень просто. Вы покупаете вот такой билетик на Трен-Италия. На самом деле раньше можно было доехать до Барлетта из аэропорта Бари. Но сейчас, к сожалению, обслуживающая эти железные дороги компания, которая вот тоже региональная, она до Барлетта возила пассажиров, сейчас не обслуживает этот участок. Ничего страшного, мы погуляли по Бари, мы насладились этим городом и потом взяли билетик на Трен-Италия. Он стоит на одного человека в одну сторону 4,80 и доехали до Барлетта. Самое, кстати, удивительное, что это так все рядышком, то есть вы выходите с вокзала Барлетта, с этого все равно это старинное здание, оно красивое. Там было очень красивое кафе, сейчас оно на реконструкции, я, к сожалению, не смогла его подснять. Мне казалось, что там самые вкусные круассаны в мире. Я была во Франции, мне есть с чем сравнить, там действительно были, мне кажется, ну, по моим ощущениям, они были там просто бесподобные. И когда вы выходите в город, там так же, как и в Бари, фонтан на площади, и вы просто идете прямо по главной улице и доходите до этих апартаментов Доминика, и все очень просто и удобно. Город маленький, небольшой, но он такой красивый, ребят. Я извиняюсь, что так настойчиво вам рекомендую поехать в Барлетту, но это превосходный город. И когда 4 года назад мы ездили, я еще такая думаю, я не буду никому рассказывать про Барлетту, потому что сейчас все поедут, а тогда Победа летала до Бари, сейчас все поедут в Барлетту, вот узнают наши секретные места. А там было именно прикольно, что это такая аутентичность, да, что все итальянцы, то есть одни итальянцы, там нет иностранцев вообще, ну, то есть мы как бы одни единственные иностранцы, и когда спрашивали, откуда, там один вечер мы проводили в баре, и была пара, ну, мы потом разговорились, познакомились, причем там было такое знакомство, как обычно в Италии, вот в этом городе Барлетта. Люди не говорят по-английски, мы не говорим по-итальянски, но как-то мы общаемся. И я знаю испанский, и он немножечко очень так схож с итальянским. И пара супружеская, уже пожилая, они нас спросили, что, ну как Изабелла, женщину меня зовут, она говорит, мой муж, он любит угадывать людей по типажам, вот, он делает ставку на то, что вы из Англии, а я ему говорю, что вы из Германии, кто из нас прав? Вот так началось наше общение, наше знакомство, наш вечер в баре. Ну, мы сказали, вы оба проиграли, потому что мы from Russia, они были в шоке. Они такие, да. Мы говорим, ну да. И, в общем, такой, знаете, смех сквозь слезы. Это был
был хороший вечер, хорошая пара, вообще как бы такие воспоминания теплые вообще об Барлете, обо всем. Я очень счастлива, что мы побывали в этом городе еще раз. Пляж, скажу честно, мне не понравился. Так же, как мне и спустя 4 года не понравились цены и все остальное прочее, 5-10. Пляж не понравился не с точки зрения цен, хотя мне кажется, они высоковаты для Барлета. Мне не понравился пляж, потому что он был безумно грязный. Там были и сигареты, окурки, какие-то палки, презервативы какие-то. Откуда они там могли появиться на пляже, я вообще не понимаю. И это было очень странно. Мы пришли где-то к 10 утра. И мы не ожидали, что столько мусора на пляже. То есть получается, что его никто не убирает, что ли, вечером? Или, а за что тогда деньги платятся? То есть, по моим ощущениям, по моему мнению, и как бы я как считаю, что когда ты платишь за вход на пляж, это подразумевает, что у тебя будет чистый песок и что будет чистый вход в море. Вот. Но, к сожалению, этого не было. Вход в море был тоже грязный. И море, оно как будто бы просело, как будто бы усохло, или я не знаю, или какой-то отлив был в этот месте, или еще что-то. Потому что, чтобы вот так вот окунуться и поплавать, это нужно было пройти 110 тысяч шагов, мне кажется. То есть нужно было очень далеко идти, топать по вот этому вот дну песочному, которое было еще и не очень чисто, для того, чтобы на карташах присесть и, значит, сделать вид, что ты плаваешь. Такого не было 4 года назад, потому что если бы такое было, я бы туда ни за что бы не вернулась. Я хочу еще раз повторить, что что-то произошло с чисто, мне кажется, природной точки зрения касательно глубины моря. И второй момент, абсолютно точно за пляжами перестали ухаживать, смотреть и ими управлять так, как это было 4 года назад. Это абсолютно точно. Молодой человек, вы куда направляетесь? На море. На море? Можно я с вами? Можно. Пойдемте. Короче, если вы хотите тихий, уютный пляж, это уже 40, а выходные дни 45 евро. Вот в такой тишине, в красоте. Собственно говоря, пляжная история не очень удалась, хотя очень хотелось позагорать. Вы видите, что я до сих пор бледная, как поганка, хотя мы провели 3 недели в Италии. Я бледная, как поганка. При этом, при всем, вот в этот вот один поход на пляж я очень сильно сгорела. Я была просто краснющая, мне было больно все. Мне было больно двигаться, больно лежать на спине, больно дотрагиваться до живота. Мне подруга, которая живет в Италии, прислала средства, фотографию, чтобы я купила себе в аптеке. К сожалению, я его не нашла в аптеках Барлетта. Мне продали что-то другое с календулой, и это что-то другое с календулой мне не помогло. Я там мучилась. То есть отдых был испорчен, настроение было испорчено. Вот. Но, тем не менее, я, конечно же, сейчас скажу так, что я рекомендую Барлетту как туристический город поехать, посмотреть, насладиться архитектурной красотой, вкусненько покушать. Там очень хорошие рестораны, очень приятные люди, с вами всегда завяжут беседу, то есть именно в этом регионе люди хотят пообщаться, им нравится общаться, и неважно, знаете вы итальянский язык, не знаете, будут стремиться сделать все для того, чтобы с вами пообщаться, познакомиться, помочь вам и так далее и тому подобное. Еще хотела бы рассказать про очень хороший барчик, который был, да всплыл, Акуна Матата. Название они оставили, но они полностью как-то поменялись, изменились. Если это раньше был такой небольшой бар, где было кофе,
пиво и сэндвичи, ну, то есть очень простой, и нам нравилось, потому что мы 4 года назад шли с моря, мы туда заходили, он рядом с апартаментами Доминика, мы там выпивали по пиву и съедали сэндвичи, или нам комплимент давали всегда оливки или орешки, но комплимент был от заведения всегда. Пиво стоило там рубль 50, евро 50, а не рубль 50, а не 2,50, знаете, за бутылочку маленькую, а там был евро 50 за нормальный бокал разливного пива, и еще приносили оливки, комплимент на тарелочке нам на двоих. Сейчас нет, пиво вот Акуна Матата. Пиво стоит теперь 2,50, никаких комплиментов нет, хотите оливки, заплатите еще 2 евро, хотите орешки, тоже 2 евро, все платно. И просто тогда это было в таком формате, действительно такого юга Италии, такой деревни, знаете, это и сейчас деревня, по сути говоря, но тогда было и комплиментов много, и цены другие, и заходила бригада пожарников, то есть всегда в то время, когда мы шли с пляжа, это было около часа дня, шла бригада пожарников, мы уже их знали, и они брали всегда по вот такому маленькому эспрессо, маленькой чашечке, внутри стоя они пили эспрессо, и минут через 15 там выходили и шли дальше по своим делам. Это было прикольно. И мы когда приехали сейчас, мы думали, пошли в Акуну Матату, там сейчас пиво, нам комплиментик, сейчас пожарники придут. Нет, ни пожарников, ни комплиментов, цены другие. Они немножко переформатировались, открыли большую веранду через дорогу в парке. Ну, той Акуны Мататы, к сожалению, больше нет. Кстати, был забавный случай, но он не забавный, он немножко неприятный для меня был. Когда мы ехали в Барлетту на вокзале, я ждала Андрея, а как я уже рассказывала, у нас была симка испанская только в одном телефоне. И, собственно говоря, он пошел с этим телефоном, а я осталась без связи. И мне было очень жутко, потому что я его ждала минут 15, вот с чемоданами сидела, а его все нет. Я так сильно испугалась, я не понимала, что мне делать, потому что я понимала, что я не осилю со всеми чемоданами куда-то пойти, и я не осилю, я не смогу их оставить, потому что, раз нас рассчитали, сразу же нам прям вот так вот что-то принесли, типа, давайте расплачивайтесь. То есть, по моему умозаключению, ситуация выглядела так, что все люди здесь вообще просто едят, уходят и не расплачиваются. А если они едят, уходят и не расплачиваются, значит, тут какой-то криминал. Значит, я чемодан не могу оставить и побежать в Тубзике проверять, где мой муж. Я что-то так перестрессовала в этот момент, и мне так было уже пофигу на все. Но я просто к чему говорю, что, конечно, лучше, наверное, было бы в идеале купить 2 симки, а не одну, потому что это не стоит тех потраченных нервов, которые были потрачены. А еще, что мне очень нравится в Барлетте и в других городах Италии, даже если это маленький город, у них всегда есть вокзал, с которого можно уехать в любую точку страны, и до Милана, и до Болоньи, и до Рима, вообще в разные направления проезжают поезда мимо Барлетты, всегда можно уехать, всегда ты чувствуешь себя связанным с центром принятия решений, с центром каким-то большим образовательным, торговым и так далее и тому подобное. Это очень круто, когда есть такая инфраструктурная сеть, и эти поезда ходят буквально каждые 15 минут. То есть город такой маленький, Барлетта, я не знаю, может там 1100 человек, но вот эта вот крутость, то, что есть такая транспортная крутая инфраструктура, это здорово, это очень классно, что вот эта вот железнодорожная станция соединяет жителей этого города или туристов этого города с разными направлениями. Мы с этого вокзала ездили в Трани. Трани — это соседний город, понятно, очень хороший, интересный, исторический. Там аристократы отдыхали, там очень красивая гавань. Мы ездили с этого аэропорта и в Бари просто погулять, и мы ездили в Лечи, на самый каблук, на юг Италии. И, соответственно, в другую сторону можно там уехать на север, в северное направление, очень красивые города, вплоть до Милана. Пожалуйста, разные поезда ходят, разных категорий, очень красивые, очень комфортабельные.
Поэтому, конечно, здесь жирный лайк Италии вообще вот за такую организацию железнодорожного транспорта и за то, что даже удаленные уголки Италии, они связаны, по сути, со всеми регионами. Так что здесь, конечно же, я Италии, помимо культуры, истории, архитектуры, людьми, восхищена еще и вот такой вот транспортной системой. Еще бы денег побольше Италии и других цен на все, было бы просто конфеточка. У нас был не очень забавный случай, я просто расскажу. Мне кажется, это применимо, наверное, ко многим городам небольшим итальянским. Да, может быть, и к небольшим испанским, что уж там говорить, небольших же испанских мы не были, поэтому мне муж нужно было срочно распечатать, подписать, отксерить, отсканировать документ, отправить по почте. И мы очень-очень-очень долго искали место, где можно это сделать. Побежали в туристический офис. В туристическом офисе нам дали координаты одного места. В этом одном месте нам дали координаты другого места. И это был просто настоящий квест бесплатный. Потому что мы бегали вот так по всему городу и искали, где можно там что-то откопировать, отксерить. И вообще, как бы, ну, это реальный квест. Вот. На самом деле, казалось бы, мелочь, ерунда, но иногда, знаете, бывают такие ситуации, когда что-то нужно реально отксерить, там, срочно, или там отсканировать, или там что-то распечатать, подписать, отсканировать, или там что-то по имейлу отправить, ну, там, утрированно. Ну, такие ситуации бывают, вот это место, вот эти, которые мы нашли, если кто-то будет в городе Бари, то, пожалуйста, не Бари, Барлетто, извините, то это место, оно идеальное для всякого рода ксерокопии. Ну, конечно же, итальянские парковки. Когда мы гуляли по Барлетте, мы все время отмечались, а как они паркуются. А это было, блин, ну они так тесно паркуются. Просто мамма мия, Санта-Мария-Грация. В общем, да, вот это, конечно, все время нас удивляет. И, наверное, к этому мы никогда не привыкнем. Вот, это прикольно. Пару слов я расскажу про рестораны города Барлетты. Они небольшие, очень уютные, очень красивые и очень вкусные. Нам понравились все заведения, в которых мы были, мы их очень рекомендуем. Небольшие видеозарисовки и фрагменты сейчас я вам покажу. Я считаю, что кухня Италии — это, конечно, кухня, от которой просто даже от напоминания, от упоминания начинают течь слюнки. Репортаж с места событий. Мы пошли из наших апартов сюда в барчик попить вина. Все же закрыто уже. Взяли бутылочку Негромара за 10 евро. Сейчас тебе покажу. Вот, 10 евро. И в чем прикол? То, что нам не хотели первое открывать, второе дали пластиковый стакан. Мы говорим, да нет, мы хотим здесь посидеть. Андрей на переводчике все им показывал, сколько вы работаете. Кто-то ему на листочке писал, что типа полчаса. Он говорит, полчаса, окей. Кое-как. Жалко, что я не знаю итальянского. Мы выбили 2 нормальных бокала. Нам даже эту карпету или капрету, или как это называется, постелили. Но мы не платили за это, нет. Так мы очень долго разбирались, мы просто заплатили за бутылку вина 10 евро. Да, Андрюш? Абсолютно. Слишком долго пришлось понимать друг друга.
местная префектура, рядом со старым городом, недалеко от крепости, всех классных ресторанчиков. Город маленький, но красивый, разглядывать можно бесконечно. Бесконечно, бесконечно можно разглядывать этот город. Открываем вино от самого Альбано. Купили сегодня в магазине, смотрели его интервью. Он последние несколько лет занимается винами. Вот с таким вот шилдиком было вино. Хотим попробовать. Вот такую штучку мы еще приобрели. Волшебное кольцо, которое спасает от капли вина, чтобы они на стол не падали. Это салата руса. Это подставка, на которой мы смотрим видосики. Артишоки вкусные, но не соленые. Всего по чуть-чуть. И сэндвичи.